Сегодня общее собрание было, да? Да, сегодня. В виде научной сессии, да? В виде научной сессии, посвященная участию Российской академии наук в научно-технологическом развитии страны. Слушай, хотел доложить вам о работе Российской академии наук. Это вот здесь вот презентация. Хотел бы отметить, что в рамках Российской академии наук формирует программу фундаментальных научных исследований. И в рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем по 6 тысячам научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся у нас в 714 научных учреждениях. Одна работа очень интересная, это отделение нанотехнологий, информационных технологий. Это методы децентрализованного избегания такого столкновения, когда у нас группа мобильных агентов. То есть это обычно важно, там, когда рой беспилотников или достаточно много у нас роботов, и здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит. То есть, опираясь лишь на локальное наблюдение, локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют вот им между собой реагировать, избегать столкновения, и показывает наше сравнение, что это превосходство над мировыми аналогами. Очень здорово. Распределение целей. Распределение целей в группе мобильных агентов. Это вот задача тоже выполнена. Это ФИЦ у нас, информатика и управление института. Вы прошлый год назад проводили совет по национальным проектам, где нам были даны 2 поручения. Первое поручение – это организовать мониторинг национальных проектов. И мы, научно-технический совет, совместно с Российской академией наук, сейчас стали делать мониторинг. Мы фактически каждый месяц по 2 проекта внимательно смотрим с точки зрения технологического развития. А второе было поручение, это совместно с правительством дать предложение, где действительно не просто импортозамещение, а те мероприятия, которые направлены на то, чтобы это было технологическое превосходство, чтобы это было выше, чем мировые аналоги. Я хотел бы сказать, что мы здесь на следующем слайде подготовили более 100 предложений в национальные проекты. Мы их разбили эти предложения по национальным проектам, в том числе технологического лидерства. За каждым у нас проектом, вот следующий слайд, закреплен вице-президент. И сейчас его задача – это внедрение этих мероприятий в каждый проект совместно с кураторами от правительства, чтобы эти мероприятия вошли в эти национальные проекты. У нас осуществлен успешный запуск БИОН-М 20 августа. Он 4 раза переносился, с 2013 года не был. Благодаря взаимодействию с Бакановым Дмитрием Владимировичем мы так на контроль это поставили. Это успешный у нас, он уже приземлился, там удачно все, там и мыши, и насекомые, и сейчас это идет в лабораториях исследований. Я считаю, что результаты, они обогатят мировую науку, потому что мы скажем, биомедицины, особенно космической, авиационной, мы лидеры в мире, и все пользуются нашими результатами. Вот второй тоже я хотел бы остановиться в проекте, который тоже осуществлен. Мы осуществили запуск 4 аппаратов космических для исследования солнечной и земной активности. Потому что у нас раньше фактически 30 лет мы не запускали этого дела. И за солнечные погоды мы использовали иностранные данные. Сегодня мы запустили. Мы 90% закрываем необходимой информацией этими 4 спутниками. В ноябре они приняты уже в эксплуатацию без ограничений. У нас там получается уникальное измерение на мировом уровне, даже некоторые превосходят. Это в интересах и Росгидромеда, Российской академии наук, интересно БРИКС, потому что они очень тоже все сегодня связаны для того, чтобы дополнительно дать, что у нас солнечные погоды происходят для космической группировки. Вот следующий слайд. Ну вот дальше, если можно, я хотел. Некоторые исследования, я смотрю, они так вроде бы далеко от нас находятся, но актуальны для Земли. Исследования истории климата Венеры. Да.
здесь мы специально с вами обсуждали, я вам докладывал, у нас запланирован Венера-Д. Это как раз для того, чтобы маркеры в жизни посмотреть на Венере. И в том числе исследования, у нас как бы 3 есть планеты, одна Марс, а другая Венера и Земля. И у всех разные судьбы, как бы скажем. Венера это там под 500 градусов, высокое давление, Марс он безжизненный, нет у нас атмосферы практически никакой, и Земля. Поэтому это, конечно, очень важно, как эволюция планет развивается. Геннадий Яковлевич, как идет финансирование исследований по госзаказам? Вот здесь, конечно, не хватает, но я хотел бы отметить, что у нас никаких секвестров нет, идет увеличение. И это отдельно я потом хотел тоже несколько рассказать, но в целом, как бы скажем, мы считаем, что на сегодняшний день мы справляемся с этим финансированием для того, чтобы обеспечить наши научные исследования. Спасибо.